И, значит, я прочитал книгу Кормака Маккарти «Дорога», и решил написать, это был мой дебютный, повесть дебютная, и я решил написать свою повесть, опираясь по сеттингу, по антуражу на «Дорогу». Но в процессе истории я ушел в свою историю. То есть сначала я пытался то ли копировать, ну, в общем, подражать немножко в стиле именно, пытаться, конечно же, так мне не получилось. Вот. И в процессе, как бы, да, я ушел немного в свою историю, но вот отправной точкой была вот именно «Дорога» Маккартни Кормака. Ну, я, наверное, там решил дальше поразмышлять на тему научной фантастики, а, и вплести туда сферу Дайсона. Ну, то есть это такой термин есть реально в астрофизике, когда считается, что если есть очень более развитая цивилизация, чем мы, с более развитыми технологиями, они могут использовать энергию звезды, энергию Солнца. Они закрывают Солнце по окружности сферой, и внутренние стенки этой окружности принимают всю энергию звезды. То есть энергия звезды полностью используется для нужд цивилизации. И я решил, что инопланетная цивилизация более развитая как раз-таки закроет Солнце этой сферой Дайсона. И тут я уже ушел в научную фантастику. И дальше вот такая фантастика, не совсем такая, но просто я понял то, что фантастику такую мне интереснее писать, чем подражать кому-то, Кормаку Маккарти. У меня было две концовки. В конце должно было быть изначально, что это более развитая цивилизация, главного героя заберет к себе. Но я решил, что это не будет вау-эффекта, поворота какого-то, и решил сделать его просто сумасшедшим. Все. Ну, это первая книга, поэтому она немножко странная. Хотя есть люди, которые считают, что она самая интересная у меня получилась. Моя жена, например. И моя мама. И еще пару друзей. Ну ладно.